Обнимашки с диктаторами. Привет, друзья, это Владимир Милов. Большое спасибо, что подписались на мой YouTube-канал. Если еще не сделали этого, то подписывайтесь обязательно. Здесь мы даем вам современный глобальный взгляд на международную политику. Вы не услышите этого ни по телевизору, где сплошная пропаганда, ни в интернете, где сплошная конспирология. И ох уж эта международная политика не дала нам отдохнуть в новогодние праздники. Сразу преподнесла целое море всяких апокалиптических сюжетов. Конечно, главный из них был связан с противостоянием между Соединенными Штатами и Ираном. И вот это будет главный наш сюжет. Я вам расскажу о том, что там происходит, какая подоплека у всего этого и чего ждать дальше. Но далеко не только с США и Ираном связаны разные тревоги международных экспертов. Вот в частности, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын как раз вот в эти новогодние дни заявил о том, что его страна, скорее всего, выйдет из моратория на ядерные испытания. То есть, таким образом, все их обнимашки с президентом Трампом последние пару лет и якобы какие-то достигнутые там договоренности рискуют обернуться полным крахом. И мы можем вернуться к полномасштабному ядерному кризису на Корейском полуострове. Вот мы сейчас с вами подробно поговорим обо всех этих сюжетах. Но начать я, конечно, хотел с очень трагической, близкой лично мне истории. Это катастрофических лесных пожаров в Австралии. Я не раз бывал в этой стране. Это замечательная страна, которая, на мой взгляд, во многом может являться примером для России, как построить нормальную, развитую современную экономику и сбалансированную социальную систему, где практически нет бедности, где здорово работают социальные институты. Австралия действительно страна, с которой во многом имеет смысл брать пример. Ну и вы, конечно, знаете, что там совершенно уникальные флора и фауна, которые традиционно очень жестко охраняются. Эта страна, например, поддерживает очень жесткий карантин по животным и растениям для ввоза в страну и вообще очень много делает для того, чтобы свою уникальную природу сохранять. Но вот там случилась катастрофа, случилось невероятное несчастье, вот эти беспрецедентные лесные пожары, которые на самом деле побили все исторические рекорды, и очень многие люди в мире выражают сочувствие австралийцам и тому, что там происходит. Австралийские эксперты по биоразнообразию оценивают число погибших животных в лесах, которые были пройдены пожарами, примерно в 1 миллиард особей. 1 миллиард особей. Причем это еще консервативная оценка. Если вы слышали в интернете какие-то споры вокруг этой цифры, что якобы вот другие биологи оценивают это все иначе, на самом деле такие цифры дают лучшие австралийские эксперты по биоразнообразию из университета Сиднея. И для этого они используют площадь, пройденную пожарами, и ранее публиковавшиеся известные оценки примерной плотности заселенности тех или иных территорий животными, так что этим цифрам стоит верить. Миллиард погибших животных – это, конечно, катастрофическая цифра, просто больно смотреть на все эти картинки, которые мы из Австралии получаем. И, конечно, хотелось выразить свое сочувствие и еще раз обратить внимание на глобальный контекст происходящего. Большинство экспертов отмечают, что такая интенсивность пожаров вряд ли была бы возможна без катастрофических изменений глобального климата, о которых, в общем, все в мире только и говорят в последние годы.
Но, к сожалению, правительства разных стран очень мало делают для борьбы с рукотворным изменением климата, которое, конечно же, прежде всего связано с деятельностью человека. Очевидно, что борьбу с изменением климата надо интенсифицировать. И вот здесь, на самом деле, многие проводят параллели с лесными пожарами и катастрофическими лесными пожарами, которые у нас случились прошлым летом в России, прежде всего в Сибири. Мы, кстати, очень много об этом говорили, и я даже делал об этом отдельную большую передачу на канале Навальный Лайв, где я веду еженедельную программу «Где деньги?» об экономике. И вы знаете, вообще это не случайно, что вот такие катастрофические, беспрецедентные по масштабам лесные пожары в последнее время происходят в странах, где у власти находятся политики, известные своим пренебрежением к защите окружающей среды, известные тем, что они отрицают влияние человека на изменение климата или подвергают его сомнению. Конечно же, это Владимир Путин, при котором вся Сибирь в прошлом году была в огне, и вы знаете, что он очень скептически высказывается о том, что якобы деятельность человека влияет на климат, говорит, что это не доказано и так далее. Такая же история с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, и мы видели беспрецедентные лесные пожары в Калифорнии с катастрофическими последствиями, где федеральное правительство США, очевидно, недостаточно делало для того, чтобы предотвратить эти пожары, бороться с ними и в том числе заниматься решением самой ключевой проблемы, которая способствует катастрофам такой интенсивности, это глобальному изменению климата. Другая история – это недавняя ситуация с беспрецедентными лесными пожарами в Амазонии, главных легких планеты. И там тоже у власти политик-популист Жаир Больсонаро, который тоже отрицает влияние человека на климат, тоже пренебрежительно относится к экологии и вопросам охраны природы. И вот похожая история в Австралии. Там у власти правительство во главе с либералами и Скоттом Моррисоном, который в разгар всех этих катастрофических пожаров взял и уехал в отпуск на Гавайи. Потом активно от этого отмазывался, а другие австралийские политики тоже, к сожалению, засветились тем, что плюнули на пожары и уехали отдыхать. В целом, к сожалению, вот в Австралии сейчас у власти политики, которые тоже пренебрежительно относятся к экологам, тоже отрицают влияние человека на климат. Поверьте, это не случайно, что вот такие катастрофы происходят в странах, где у власти находятся вот такие люди. Путин, Трамп, Больсонаро или австралийский премьер Скотт Моррисон. И сейчас вот после вот этих пожаров в Австралии там началась совершенно неприличная какая-то истерика в консервативных СМИ, которые чуть ли не экологов обвиняют в том, что они якобы виноваты в этих пожарах, что якобы экологи как-то противодействовали контрольным плановым прожиганиям леса. Это на самом деле не так, потому что все данные показывают, что плановые прожигания в Австралии в последние годы выросли, а экологи там вообще никогда не находились у власти, не представлены в правительстве и не могли на это все повлиять. Но вот такую вот галимую консервативную пропаганду против защитников природы, к сожалению, мы слышим в виде ответа на эти пожары. Вместо какого-то серьезного разбора глобальных причин, почему так происходит и почему такие катастрофические природные явления мы видим каждый год все с новой интенсивностью. Мы обязательно вернемся к теме глобального изменения климата, но все-таки сейчас поговорим о всех вот этих апокалиптических противостояниях, которые мы обсуждали в первые дни Нового года. И прежде всего, конечно, противостояние Соединенных Штатов с Ираном. Ну, самая громкая история это была убийство американцами 3 января иранского генерала Касима Сулеймани, который возглавлял такое элитное подразделение иранских вооруженных сил, которое называется Эль-Кудс. Ну, чтобы вам описать, что это такое, это вот представьте себе ГРУ, силы специальных операций Минобороны и ЧВК Вагнера в одном флаконе. То есть Эль-Кудс – это официальное подразделение иранской армии, которая специально занимается гибридной войной, агрессией и поддержкой всяких военных союзников и парамилитарных формирований за рубежом. То есть, в общем-то, нацелена именно на иранскую международную агрессию. Среди структур
которая, в частности, поддерживает вот эту вот силу Эль-Кудс, возглавлявшиеся Сулеймани, ну, например, такие красавцы, как Исламский джихад в Палестине, или известная организация Хизбалла, которая действует в Сирии и Ливане, и которая причислена многими странами к числу террористических организаций. Иран активно поддерживал палестинский Хамас, который, в общем-то, лидирует в списках международных террористов, утвержденных многими странами. Иран активно поддерживает и разжигает гражданскую войну в Йемене, где на его стороне выступают шиитские племена хуситов. Иран долго отрицал их поддержку, но в итоге это признал. Вот, собственно, Сирия, вот этот кровавый конфликт в Сирии во многом связан с военным присутствием Ирана, с Хизбаллой и с серьезными вливаниями денег и военной поддержки в кровавый режим Башара Асада. Вот этим всем занимается пресловутая организация Эль-Кудс, которую возглавлял Касим Сулеймани, убитый американцами 3 января в Багдаде, кстати говоря, не на территории Ирана, а на территории Ирака. Ирак это, кстати, многие из вас путают, очень хорошо, что эта ситуация дала повод разобраться, что это, в принципе, разные государства. Ирак это соседняя с Ираном страна, которая в последние годы очень сильно попала под иранское влияние. Сейчас вам объясню, в связи с чем. И вот как раз Сулеймани, лидер вот этого международного военизированного террористического крыла иранской армии, приехал в Багдад, чтобы координировать атаки на американцев. Собственно, удар американских дронов по Сулеймани, он как раз был связан с местью за атаку на американское посольство, которое произошла 31 декабря, и за предшествовавшие этому атаки на американские базы в Ираке, то есть на момент вот этих событий, там конфликт уже зашел в какую-то определенную горячую фазу. Очень многие комментаторы после того, как вот это убийство американцы совершили, высказались в том духе, что да, очень здорово, что мир наконец избавился от этого человека. И действительно, вы знаете, вот трудно с этим поспорить. Давайте просто несколько слов скажем о том, кто был такой вот этот покойный Касим Сулеймани. Действительно, убитый американцами Сулеймани, возможно, не будет преувеличением сказать, что это был самый плохой мальчик в мире. То есть это человек, который в течение очень длительного периода возглавлял организацию, занимавшуюся напрямую разжиганием напряженности, созданием конфликтов и террористической деятельностью на Ближнем Востоке. Я вот уже перечислял вам те организации, которые Эль-Кудсом поддерживались, и Хизбалла, и Хамас, и Исламский джихад в Палестине, и один кровавый диктатор Башар Асад, чего стоит. В этом смысле, конечно, как говорил Остап Бендер, был ли покойный нравственным человеком? Конечно же, убитый американцами Сулеймани нравственным человеком не был. Но что здесь произошло? Понятно, что американцы хотели каким-то образом отомстить за нападение на свое посольство в Багдаде. Президент Трамп вообще к этому очень чувствительно относится, потому что он сам и его республиканская партия в последние несколько лет активно разжигали историю про нападение на американское консульство в Бенгази, в Ливии, где погибли американские дипломаты, и Бараку Обаме и Хиллари Клинтон пришлось очень серьезно оправдываться за вот эти все события. Республиканцы их прессинговали под лозунгом «Как же вы допустили?». И, конечно же, вот после нападения на американское посольство в Багдаде они, в принципе, должны были каким-то образом ответить. Здесь еще играет свою роль такой целый комплекс исторических болезненных обстоятельств. У американцев с 1979 года, вот уже 40 лет, такой затяжной конфликт с Ираном. В 1979 году в Иране произошла, в общем, антиамериканская исламская революция. После этого там, собственно, власть захватил вот тот теократический военный режим, который у власти до сих пор. У них, возможно, худшие отношения с Соединенными Штатами из всех стран мира. Официальный иранский режим считает Соединенные Штаты главным врагом. И там было много всего. Вот, в частности, после исламской революции 1979 года была история с
захватом заложников в американском посольстве, которых очень долго держали там. Это до сих пор такой болезненный шрам для Америки и тяжелые воспоминания для американского присутствия на Ближнем Востоке. Поэтому, конечно же, они атаки на свои посольства воспринимают очень болезненно. И было ясно, что за вот этим нападением на посольство в Багдаде 31 декабря что-то последует. Обнимашки с диктаторами. Но вот новый раунд напряженности был связан как раз с американским ответом на вот это нападение на посольство США. И ответ был, ну, мягко говоря, где-то по некоторым позициям диспропорциональный. Хотя, еще раз повторю, что вот резонов оплакивать погибшего генерала Сулеймани, в общем, нет. Действительно, это был очень опасный человек, который, ну, один из главных людей, который практически способствовал международной напряженности, нестабильности, войнам, жертвам и так далее. Поэтому вот жалеть его мы здесь не будем. Но смотрите, что произошло. Все-таки, когда вы даже вот отвечаете на какие-то серьезные агрессивные акты, нужно все-таки думать головой, просчитывать последствия и понимать, что комплекс обстоятельств, которые всему этому сопутствуют, реакция противной стороны может привести к какой-то дополнительной эскалации. Вот я приведу вам простой пример. Ну, скажем, в начале 80-х годов, когда я был школьником и только начинал интересоваться международной политикой, у нас, у Советского Союза, это был тогда Советский Союз, было очень тяжелое такое глобальное противостояние с США. Ну, все говорили серьезно о перспективе возможного серьезного, в том числе ядерного конфликта между Советским Союзом и США. Президент Рейган называл Советский Союз империей зла. Там Андропов в 1983 году сбил южнокорейский Боинг. Шла война в Афганистане, которую осуждали страны Запада, и из-за советского вторжения в Афганистан там бойкотировали Олимпиаду в Москве. Ну, то есть была такая реально напряженная обстановка. Но при всем том, например, американцам, Рейгану, ну, в голову бы не пришло взять и убить какого-нибудь советского генерала, который, например, приехал в Афганистан с инспекцией войск. Да, при том, что, скорее всего, этот генерал, конечно же, непосредственно был связан с вторжением, там, развязыванием агрессии и так далее, да, но американцы понимали, что есть определенная граница, что есть вот официальные лица страны их противника, и когда вы все-таки их убиваете, причем так демонстративно, ну, это, по сути дела, означает объявление открытой войны. И что даже если говорить об Иране, то в Иране сейчас очень усилили свое влияние такие ультраконсервативные круги, горячие головы, как и в Соединенных Штатах, которые как раз и требуют продолжать нагнетать напряженность. И я сейчас объясню, почему. В общем, не боятся открытого конфликта с США. По сути дела, вот такое действие со стороны президента Трампа, с одной стороны, было очень серьезной подачей вот этим ультраконсервативным силам, которые только рады. Для них, как у нас в России говорят, кому война, а кому мать родна, они уже давно защитились от возможных бомбардировок всякими бункерами, спрятали там узлы командования и стратегическую инфраструктуру. Они прекрасно понимают слабость Трампа и Америки, которая очень резко уменьшила свое присутствие на Ближнем Востоке в последнее время. Они прекрасно понимают, что у США сейчас нет возможностей начать полномасштабную какую-то войну против Ирана. Максимум, что Штаты могут делать, это какие-то бомбардировки, которыми Трамп и пригрозил. Поэтому вот такое демонстративное открытое убийство Сулеймани, оно, с одной стороны, дало очень серьезную подачу ультраконсервативным силам в Иране, которые нагнетают ситуацию и говорят: давай, сейчас мы накажем этих американцев. С другой стороны, при всем том, что этот Сулеймани был редкостным гадом, ну, вряд ли можно сказать, что его убийство вот кардинально что-то изменило. Ну, еще раз, друзья мои, да, конечно, он был таким талантливым гадом, талантливым полководцем, который выстраивал все вот эти вот проиранские вооруженные формирования и террористические группы по всему Ближнему Востоку. Он в этом преуспел, это не вопрос, да. Но, с другой стороны, вот эти генералы, да, ну, это такой материал, что вот, ну, хорошо, они убили одного, но на его месте тут же вырастает вот эта другая драконья голова,
Я прекрасно понимаю американцев и желание отомстить за нападение на свое посольство, но с другой стороны, вот всерьез думать, что убийство какого-то одного, даже очень талантливого генерала сможет фундаментально решить проблему, при той вот такой глобально разросшейся сети влияния Ирана на Ближнем Востоке, о которой мы говорили в нашей отдельной передаче, мы несколько недель назад делали специальную передачу про Ближний Восток, и я сейчас вернусь к этому вопросу, но простая мысль состоит в том, что мало кто может сегодня соперничать с Ираном по уже отлаженной системе взаимодействия с самым широким кругом союзников и вооруженных формирований по всему Ближнему Востоку. Иран в этом смысле отстроил очень серьезную сеть влияния, которая намного превосходит сеть влияния и возможности, которые есть у США на Ближнем Востоке. И в этой ситуации вот так напрямую совершить акт, в общем, прямого объявления войны своему главному ближневосточному сопернику, понятно, что США не боятся, это все-таки крупнейшая мировая держава и самая сильная в мире армия, но последствия всего этого дела могли быть очень-очень серьезными, и я вот процитирую одного из аналитиков оборонных из Вашингтона, который сразу после вот этого убийства Сулеймани в Багдаде прямо так высказался, что это довольно безрассудный акт со стороны Соединенных Штатов, потому что реальные американские физические возможности на Ближнем Востоке не соответствуют тому вызову, который они иранскому режиму, в общем, бросили. Это не значит, что иранскому режиму не надо противостоять. Надо противостоять. Мы сейчас с вами обсудим, как можно было бы делать это по-умному. Было ли таким умным шагом убийство Касима Сулеймани в Багдаде 3 января? Это большой вопрос. Обнимашки с диктаторами. Сейчас мы видим, что напряженность немножко отступила, потому что, с одной стороны, иранцы нанесли такой точечный удар с предупреждением по второстепенным объектам в Ираке. С другой стороны, поскольку много ущерба не было нанесено, это дало козырь и возможность Дональду Трампу сказать, что ну ладно, видите, они как себя повели, полномасштабную войну против нас начинать не стали, значит, типа перевернем страницу и Третьей мировой войны не будет. У всех из-за этого в мире возник вздох облегчения. В общем, можно сказать, что с тем замахом, который Трамп сделал, вот демонстративно убив иранского генерала Сулеймани в Багдаде, он, по сути дела, серьезно отступил. Где-то даже можно сказать, что струсил. Хотя, на мой личный взгляд, это и хорошо. То есть очередная такая глобальная войнушка и эскалация на Ближнем Востоке сейчас была бы никому не нужна. Тем более в ситуации, когда Соединенные Штаты реально не располагают возможностями для того, чтобы любую войну против Ирана выиграть. Мы могли бы получить такой затяжной конфликт с непредсказуемыми последствиями, очень серьезным влиянием на весь мир и прежде всего на мировую экономику, потому что сразу мы бы получили серьезную блокировку добычи нефти в Персидском заливе и нефтяного танкерного трафика через Ормузский пролив, пролив между Аравийским полуостровом и Ираном, который Иран в состоянии быстро блокировать, просто любые военные действия в состоянии быстро блокировать, потому что ни один капитан свой танкер не поведет. И через Ормузский пролив на мировой рынок поставляется примерно треть потребляемой нефти. Конечно, невероятное количество. Мы бы все сразу почувствовали эти негативные экономические последствия. Хорошо, что пока этого глобального конфликта удалось, в общем, избежать. И в этом смысле трусость Трампа скорее сработала здесь в плюс. Но вот давайте я сейчас объясню вам вообще, откуда идут корни этого конфликта и чего можно ждать от американо-иранского противостояния. И самое главное, мы начнем с разговора об Ираке, где, собственно, все последние бурные события происходили. И нападение на американские военные базы, и посольство, и убийство иранского генерала Касима Сулеймани. Почему Ирак? И при чем здесь американское вторжение в Ирак 2003 года и свержение Саддама Хусейна? Я расскажу вам, почему все эти события имеют прямое отношение к тому, что разворачивалось в последние дни, и чего здесь стоит ожидать в дальнейшем. Вообще, я всегда традиционно был большим противником американской операции по свержению Саддама Хусейна и вторжению в Ирак.
до сих пор им остаюсь. Я лично наблюдал за этой ситуацией с довольно близкого расстояния, потому что в начале нулевых я активно сотрудничал с администрацией Джорджа Буша. Я был сопредседателем российско-американской рабочей группы по энергодиалогу вместе с заместителем министра энергетики США Вики Бейли. Более того, у меня есть еще другая сторона этой истории. Мой знакомый и коллега, бывший первый заместитель министра энергетики Иван Матлашов, можете погуглить эту историю, буквально перед началом американского вторжения несколько раз специально по поручению российского правительства ездил в Ирак и встречался с Саддамом Хусейном, вел там всякие разные переговоры по тому, как выстраивать совместную линию поведения на фоне угрозы американского вторжения. Так что я следил за этой ситуации, в общем, и с американской, и с противоположной стороны. И вот здесь самое главное, что было ясно уже в марте 2003 года, когда, собственно, американцы и напали на Ирак, что главная проблема в том, что у них не было даже приблизительного наброска плана, а что с этим Ираком вообще делать после того, как они чисто военными методами победят иракскую армию и свергнут режим Саддама. Это просто бросалось в глаза. То есть у них были какие-то отдельные идеи, например, на севере Ирака живут курды, у которых были всегда проблемы с Саддамом, давайте дадим им автономию, они будут нашими союзниками. Или там, давайте вернем каких-то известных иракских политэмигрантов и назначим их в правительство нового независимого Ирака. Да? Ну вот был какой-то набор очень сырых идей, но не было ответа на главный вопрос. Еще раз подчеркну, что у нас была большая передача про то, как все устроено на Ближнем Востоке на нашем канале несколько недель назад. Пересмотрите ее. И мы рассказывали, что основной смысл происходящего и многих конфликтов, которые на Ближнем Востоке происходят, это вот такое глобальное противостояние между суннитской и шиитской ветвями ислама. И вот Ирак в этом смысле это пороховая бочка, потому что там 2/3 населения исповедуют шиитскую ветвь ислама. Но когда Саддам Хусейн был у власти, то как раз в правительстве во власти доминировали сунниты. Саддам и его приспешники представляли суннитскую часть Ирака, всего лишь 1/3 населения. Таким образом, шииты очень долгое время были как бы угнетаемым большинством. И когда пришли американцы и устроили просто, ну как вот они привыкли, демократическую систему там, прямых парламентских выборов и формирования правительства парламентского большинства. Ну что получилось? Получилось, что шииты взяли реванш, потому что их просто больше по количеству, большая часть населения исповедует ислам шиитского толка. И по сути все правительства, которые были у власти после свержения Саддама Хусейна, вот как бы ситуация поменялась. Вместо суннитов, которые долгое время, будучи меньшинством, рулили в стране, к власти пришли шииты, которые, во-первых, первое, что они начали делать, они начали ориентироваться на Иран как главного союзника вот в этом шиитско-суннитском противостоянии, потому что Иран рядом, это крупнейшая шиитская держава. Иранцы, конечно же, очень быстро поняли вот эту ситуацию и были очень рады подставить свое плечико и предоставить Ираку всевозможную помощь, обещания, ништяки и так далее. И получилось, это была такая довольно предсказуемая вещь после того, как американцы вторглись, что если вы хотите установить в стране систему прямой избирательной демократии, то, скорее всего, у вас формируется власть шиитского большинства, и, скорее всего, в противостоянии с суннитами она начнет прислоняться к Ирану и искать поддержки там. Вот ровно так и получилось. Зачем генерал Касем Сулеймани ездил в Багдад? Он ехал к себе, по сути, как к себе домой, в страну, которая политически уже давно подпала под влияние Ирана, потому что после свержения Саддама шииты взяли то, что им положено, взяли в Ираке власть. Вот не сообразить, что будет такая история, и что после свержения Саддама это наиболее вероятный сценарий подпадания Ирака под иранское влияние, ну, откровенно говоря, я просто знаю, что когда администрация Буша принимала решение о вторжении в Ирак, они вообще об этом не думали. Я много с ними это обсуждал. И во время своей работы в правительстве, и после.
Они просто говорили, что мы там устроим парламентскую демократию, там будут типа партии, они будут конкурировать, будут формировать правительство и все. А то, что там есть вот такая вот подоплека к вопросу там, а что делать? Ну, например, я лично уверен, что вот от момента американского вторжения в Ирак до пресловутой арабской весны оставалось там меньше 8 лет. Я, например, абсолютно уверен в том, что дряхлый и уже очень там, старый, многолетний, брутальный диктаторский режим Саддама Хусейна, он, скорее всего, дрогнул бы в ходе арабской весны. Высокая вероятность, что на месте Ирака мы имели бы что-то другое. Во-вторых, на мой взгляд, вот в странах Ближнего Востока, где есть такой серьезный разлом между суннитской и шиитской общинами, ну, конечно же, нужно думать о чем-то, чтобы выглядело как такой power sharing deal, как говорят, какая-то сделка по разделу власти, чтобы никто не чувствовал себя отринутым и в меньшинстве, потому что сейчас что происходит? Сунниты при Саддаме Хусейне были как бы у власти, но сейчас они от нее отстранены. Это толкает их в негатив и в том числе очень сильно способствует влиянию всяких экстремистских течений. Аль-Каида и пресловутое исламское государство – это суннитские структуры. То, что после вот того, как сунниты потеряли власть, у них будет очевидный приток персонала, рекрутов, тех, кто готов им помогать, ну, это довольно очевидная вещь, потому что в нынешней системе, которая установилась после там, того, как американцы свергли Саддама и Иран начал получать непропорционально высокое влияние на иракскую политику, ну, понятное дело, а куда суннитам податься? Они чувствуют себя обиженными. Очень многие из них действительно смотрят в сторону поддержки вот этих террористических структур. То есть, по сути дела, американцы создали в Ираке такую пороховую бочку. То, что эта ситуация с свержением Саддама недовольным народом, она не развивалась естественным путем, а то, что привнесли сюда вот этот фактор иноземной оккупации, который еще способствовал росту вот таких консервативных, ура-патриотических настроений, поддержки всяких экстремистов, которые боролись с американцами, ну, на мой взгляд, вторгшись в Ирак, американцы создали вот тот клубок противоречий, который сейчас начал нарывать. То есть начал нарывать не Иран, а начала нарывать политическая ситуация в Ираке, и вот все эти бомбы замедленного действия, которые были заложены американским вторжением. Саддам Хусейн был очень плохой человек, один из самых брутальных диктаторов в истории. Но история же и политическая наука говорят нам, что демократия не приходит через иностранное вторжение. Она все-таки должна как-то быть выращенной в домашних условиях, созреть, быть следствием каких-то естественных внутриполитических процессов. Мы такие процессы в последние годы в арабском мире видели. И мы видим, что продолжается, вот я рассказывал вам про бунты и протесты прошлогодние в том же Алжире или в Судане. Мы видим, что арабский мир продолжает бунтовать против диктаторов и не сдается. Поэтому думать, что Саддам вечен, и единственный вариант это вот его свергнуть иноземными войсками, мне кажется, это было бы неправильно. И самое главное, что было неправильно, то, что американцы влезли в Ирак, не имея никакого плана, что делать. В результате Ирак, по сути дела, становится сегодня колонией Ирана. Один из громких скандалов на Западе прошлого года были всякие утечки шифровок, которые высокопоставленные иранские представители из Багдада слали домой в Иран и говорили: слушайте, мы здесь уже контролируем все, Ирак наш. Мы эту крупную ближневосточную страну, кстати, одного из крупнейших производителей нефти в мире, просто подмяли по факту под себя. И это так и есть. Поэтому плохой мальчик и международный террорист и глава иранского военизированного подразделения Аль-Кудс Касем Сулеймани ездил в Ирак как к себе домой. Это не то, что вот какое-то случайное событие, а это симптом того, что он просто приехал инспектировать уже свою готовую колонию. Вот что произошло 3 января, когда американцы нанесли по нему удар. И, к сожалению, американское вторжение в Ирак, оно приложило свою руку к тому, что Ирак все сильнее теперь подпадает под влияние Ирана. Обнимашки с диктаторами. Вот очень яркая иллюстрация того, как все это происходит, это вот второй мужик, который погиб в американском авиаударе
вместе с пресловутым иранским генералом Сулеймани. О нем чуть меньше говорят, но о нем обязательно стоит поговорить. Он просто ярко иллюстрирует всю эту ситуацию. Знакомьтесь, зовут его Абу Махди Аль-Мухандис. На самом деле по-другому это какой-то псевдоним, но неважно. Его уже нет с нами, он приказал нам всем долго жить. И вот он погиб в американском ударе вместе с генералом Сулеймани. Это человек, который возглавлял шиитскую военизированную группировку Катаиб Хизбалла, которая на самом деле стала главным возмутителем спокойствия в Ираке в последнее время. Это именно она организовывала нападения на военные базы, организовывала нападения на американское посольство. И, в принципе, я, кстати, не исключаю, что американцы-то, в общем-то, целились по нему, но попала в результате под удар такая более крупная рыба. Вот этот Аль-Мухандис, чем он примечателен? Он сам по происхождению иракец, и он относится как раз к иракцам шиитского верования. Да? Так вот, он очень активно участвовал в борьбе против не только Саддама Хусейна, но и американцев. Кстати, американцы с Саддамом Хусейном в 80-е годы довольно активно сотрудничали, потому что Саддам воевал против Ирана, была такая ирано-иракская война. Не заморачивайтесь, мы отдельно потом об этом поговорим. Но на самом деле вот общим объектом ненависти и атак Ирана и его шиитских союзников в Ираке были и Саддам и его режим, и американская инфраструктура. Так вот, этот Аль-Мухандис, он организовал в 1983 году нападение на посольство США и Франции в Кувейте. После чего был вынужден в Иран бежать, потому что его начали разыскивать как международного террориста. И что вы думаете? После свержения Саддама через буквально там год или два он приехал в Ирак и стал аж советником у иракского премьера-шиита. После чего об этом узнали американцы, узнали, кто он такой, узнали, что он террорист, организовывавший вот эти все нападения на посольство в 80-е годы, и он был вынужден опять бежать в Иран, в Иране прятаться. Кстати говоря, в Иране он официально получил статус советника вот этой военизированной структуры Аль-Кудс, который возглавлял генерал Сулеймани. И вот через некоторое время, после того, как американцы все-таки вывели свои основные войска, их там сейчас порядка 5000 войск американских всего остается в Ираке, ну, по сути, их там почти нет. И вот после того, как США вывели основной свой контингент из Ирака, уже, в общем, можно стало не бояться, вот этот Аль-Мухандис все-таки вернулся из Ирана в Багдад, организовал там вот эту военизированную группировку Катаиб Хизбалла, которая и была основным возмутителем спокойствия в последнее время. И, по сути, вот убитый иранский генерал Сулеймани, он что приехал? Он приехал инспектировать успехи. Как вы тут, значит, сформировав вооруженное ополчение, дальше выдавливаете отсюда американцев. Вот, кстати, вам очень многие кремлевские комментаторы будут рассказывать, что Сулеймани, иранцы и вот это вот Катаиб Хизбалла, шиитское ополчение, возглавляемое убитым Аль-Мухандисом, они много сделали в борьбе с исламским государством, с ИГИЛ. Действительно, в последние несколько лет была вот битва по выдавливанию ИГИЛ с территории Ирака. И действительно, шиитские формирования в этом участвовали. Это правда. Как нам с вами надо на это смотреть? Как их какую-то, знаете, междоусобную разборку. Есть шиитские террористы, есть суннитские террористы. Честно говоря, как их зовут, это не важно. Не заморачивайтесь. Потому что вот они выдавили с территории Ирака это пресловутое исламское государство, и что они начали там делать? Они начали строить какую-то мирную, развитую демократию? Нет. Они усилили, интенсифицировали нападения на американские военные базы, на американское военное посольство и делали все, чтобы, по сути дела, превратить Ирак в иранскую колонию. И очень сильно преуспели в этом плане. Еще раз подчеркну, что если смотреть на корни всего этого дела, то они, в общем, конечно же, лежат в американском вторжении и в отсутствии хотя бы малейшего плана, что за этим дальше делать. Что теперь будет происходить между Соединенными Штатами и Ираном? Ну вот они обменялись какими-то ударами, обменялись какими-то агрессивными заявлениями и твитами. Вроде многим кажется, что ситуация успокоилась. На самом деле нет. Потому что из этого раунда противостояния, в общем-то, Иран вышел победителем. Я думаю, что Иран теперь очень четко понимает,
что, во-первых, он контролирует Ирак, и американцы ничего не могут с этим сделать. Максимум, что они могут сделать, нанести какой-то ракетный удар или удар дронами и там убить какое-то официальное лицо. Но я еще раз повторю, что у них этих официальных лиц, им там, условно говоря, иранская система нарожает новых. Это не какая-то катастрофическая для них потеря. А вот зато после всей этой ситуации стало ясно, что контроль над Ираком со стороны Тегерана, он довольно впечатляющий, просто невероятный. Они, по сути дела, могут там делать все, что хотят. Вот одно из ярких событий этих прошедших дней – это обсуждение в парламенте Ирака вопроса о полном выводе всех иностранных войск, ну, прежде всего, американцев с территории Ирака. И вот иракские парламентарии после убийства Сулеймани сразу же приняли такую резолюцию. Она не носит обязательного характера, но она совершенно четко говорит о том, что действующая иракская власть, она не на стороне американцев, она скорее на стороне Ирана. Кстати, иракский премьер, который уходит в отставку, там должно быть новое правительство, но пока он остается на должности, и он тоже поддержал эту резолюцию о выводе американских войск. То есть можно говорить, что Штаты Ирак, по сути дела, потеряли. Они сейчас говорят, что мы типа не уйдем. Трамп говорит, что вы там нам еще заплатите за какой-то аэропорт и все наши какие-то усилия по строительству вашей инфраструктуры. Но вот эти все события говорят о том, что Ирак стал уже недружественным для США государством. Это, конечно, колоссальная фиаско через 17 лет после вторжения и свержения режима Саддама. То, что, по сути, Иран получил вот эту очень мощную и могущественную колонию, а американцев оттуда просто выдавили. Ну, вот те из вас, кто радуется, что зато это не ИГИЛ, ну, ИГИЛ, конечно, более брутальная структура, здесь вопросов нет, да. Но иракская власть под контролем вот этих агрессивных, военизированных аятолл из Тегерана, поверьте, это тоже чем-то хорошим не является. Как мы видим, это чревато тем, что эта агрессия будет распространяться дальше. И вот эти шиитские военизированные формирования, которые при поддержке Тегерана в Ираке насоздавали, они уже в последние недели и месяцы вот прославились этими массовыми нападениями, террористическими актами. Поэтому, в общем-то, здесь хрен редкий не слаще. И, конечно, тот режим, который мы при влиянии Тегерана получаем в Ираке, это уже огромный минус для стабильности во всем регионе. Обнимашки с диктаторами. Следующий момент, по которому видно, что Иран может из этой схватки чувствовать себя победителем, они поняли, что у американцев, по сути, нечего противопоставить Ирану, кроме бомбардировок. Но бомбардировки – это исключительно неэффективное средство, потому что иранский военный теократический режим 40 лет готовился к такого рода потенциальному нападению. Строил всю там бункерную подземную инфраструктуру. Когда обсуждали вот вопросы их ядерной программы, реактора, там, обогащения центрифуг, выяснилось, что это все настолько глубоко забетонировано под землей, что бомбардировки тут, в общем, могут не решить вопрос. Поэтому, вот Трамп пригрозил сейчас бомбардировать там 50 с чем-то каких-то иранских объектов. Ну и что? Я абсолютно уверен, что подавляющую часть своей командной и военной инфраструктуры они сумеют вовремя спрятать. И в результате пострадают в основном мирные жители. Трамп так и пригрозился бомбить в том числе объекты культурного и исторического наследия Ирана, что, в общем-то, считается военным преступлением по международным меркам. Ну и что бомбардировки? Такие бомбардировки Ирану только еще дадут дополнительных козырей вот для того, чтобы разыгрывать на международной арене статус обиженки. Реально большого вреда они не нанесут. А вот что касается полноценного вторжения в Иран и войны уже на иранской территории, друзья мои, это, скорее всего, невозможно. Потому что Иран – это не Ирак, это огромная страна. Там больше 80 миллионов населения. По всем международным рейтингам самых разнообразных критериев мощи международных армий, иранская армия входит в топ-12-15 самых сильных армий мира. И, конечно же, здесь вот на такую относительно легкую прогулку, которая была у американцев против устаревшей и проржавевшей армии Саддама Хусейна, здесь такого не будет.
Трамп это очень хорошо понимает. Ему, конечно же, не нужно все это дело в предвыборный год, когда у него стоит вопрос переизбрания вот в режиме 50/50, то ли будет, то ли нет. И, конечно же, война с огромным количеством жертв американцев ему не нужна, поэтому он сейчас отступил, он сделал правильно, но иранцы все хорошо поняли. Они поняли собственную силу, и, ну, по сути, вот они выходят из этой ситуации такими лидерами ближневосточными, у которых наиболее разветвленная сеть влияния по всему ближневосточному периметру. Сирия, Ливан, Йемен, шиитские меньшинства в странах Персидского залива и жемчужина всего этого дела – это Ирак, который они получили под свой контроль. Полный отработанный арсенал вот этих всех гибридных действий. Партизанских войн, террора, дестабилизации, подкупа финансового различных своих союзников и коррумпированных политиков по всему периметру. Наверное, будет справедливым сказать, что никто сегодня таким влиянием на Ближнем Востоке не обладает, как иранцы. Это, конечно, очень плохо, потому что был другой сценарий. Обнимашки с диктаторами. Другой сценарий был как раз связан вот с этой пресловутой иранской ядерной сделкой, которая была подписана в 2015 году и которая давала международному сообществу реальные механизмы контроля за тем, что Тегеран делает. Беспрецедентные механизмы контроля, которых никогда, в общем, не было в истории существования вот этого теократического военного режима в Иране, который образовался после 1979 года. Впервые за все это время мир получил доступ и к контролю над иранской ядерной программой, и в целом контролю за целым рядом вот активностей тегеранского режима, которые это соглашение давало возможность контролировать. Мне кажется, что нет иного пути, кроме как системно завязывать Тегеран вот в эту какую-то вот цепь международных соглашений, которые будут заставлять тегеранский режим играть по правилам, допускать международное сообщество к контролю того, что они делают в военной сфере, своей ядерной программы. И в целом показывать Ирану вот такую хорошую альтернативу. Ребят, вы выбираете каких-то умеренных политиков, которые за диалог с Западом, за нормализацию ситуации на Ближнем Востоке, вы будете за это награждены. С вас будут сниматься санкции, вы получите новый импульс в привлечении инвестиций в экономическом развитии. Вот после иранской ядерной сделки 2015 года такая возможность открылась. Впервые в истории, впервые за почти 40 лет существования вот этого тегеранского исламского режима. Это, конечно, было и достижение и Барака Обамы, и европейцев, которые эту иранскую сделку поддерживали. Нужно было дальше бить в этом направлении. Стараться вытащить Иран на какую-то позитивную траекторию. Нужно было делать и вторую вещь, о которой я подробно рассказывал в нашей передаче о Ближнем Востоке. Дать по рукам противникам Ирана, прежде всего саудовцам, главной конкурирующей с Ираном региональной державе, и умерить их региональные аппетиты по наращиванию своего влияния и подмятию под себя там других стран, правительств и так далее. Во многом то, что происходит на Ближнем Востоке, я вот объяснял это через призму глобального конфликта суннитско-шиитской ветвей ислама и глобального противостояния между двумя региональными державами, Ираном и Саудовской Аравией. То есть надо было не только затягивать Иран в международно-правовую плоскость, но и саудовцам дать по рукам и в целом сказать: ребят, мы не поощряем вот ту всю ерунду, которой вы занимаетесь по периметру региона, поддержки всяких конфликтов, военизированных формирований, террористов и так далее. Давайте-ка вы заканчиваете это делать и одни, и вторые. Было неправильно назначать Иран плохим мальчиком, а саудовцев гладить по голове, тем более, что они по своей агрессивности и средневековости, в общем, ничем от Ирана не отличаются. Да? Вот мы, в принципе, имели такой шанс, такую потенциальную траекторию развития, международное соглашение, втягивание Тегерана в орбиту международного контроля и международного права. И с 2015 года ситуация в этом плане сдвинулась, но к власти в США пришел президент Трамп, все это перевернул, вышел из ядерной сделки с Ираном, по сути дела развязал Ирану руки, и Иран теперь говорит: а что,
главный спонсор ядерной сделки теперь от нас отказался, будем творить на Ближнем Востоке, что хотим. Это дало огромный импульс вот этому ультраконсервативному иранскому крылу, которое взяло инициативу на себя. И которое в том числе и породило вот этого самого исчадия ада генерала Сулеймани, по поводу убийства которого было столько споров в последние дни. Генерал Сулеймани – это просто один из выразителей мыслей и идей вот этого ультраконсервативного иранского крыла, которое, еще раз повторю, получил очень серьезный импульс ветра в свои паруса после того, как Трамп вышел из иранской ядерной сделки, и вся эта ситуация пошла на самотек. Следствие последнего витка конфликта – то, что Иран вообще объявил, что он прекращает участие в ядерной сделке в части каких-то обязательств по обогащению урана. То есть еще теперь у Ирана будет и ядерная бомба. Скажите спасибо президенту Трампу. Обнимашки с диктаторами. Мы будем, конечно, возвращаться еще к ближневосточной теме. Если подводить короткий итог, то там противоречий сейчас не стало меньше, их стало больше. И один из главных дестабилизирующих игроков ближневосточного региона, Иран, очень резко усилился после всей этой истории. Третьей мировой войны не получилось, и это очень хорошо. Но вся последовательность событий, она как раз говорит о том, что Соединенные Штаты катастрофически с треском проигрывают этот регион. В Ираке они полностью потеряли влияние. Иран теперь уже, он чувствует себя страной, которая, в принципе, может делать все, что хочет. И единственное, что Штаты имеют на них в качестве управы, это бомбардировки. Но бомбардировки не очень эффективны. Вся эта ситуация, к сожалению, она ведет к тому, что нам следует ожидать очень серьезного роста ближневосточной напряженности. И вот такие ситуации будут возникать еще и еще. Потому что сейчас иранцы повели себя достаточно мудро. Не стали наносить какого-то брутального удара по американским силам в регионе. Разбомбили какие-то склады, предупредили заранее, специально, чтобы эскалацию какой-то не осуществлять. Но вот спонсируемое ими ополчение, вот это Катаиб Хизбалла, она свою деятельность не прекратит. Она против американских баз и диппредставительств и бизнеса какие-то атаки не остановит. Иракский парламент, который заявил о том, что американцы должны из Ирака уйти, он это сделал. Это не было сиюминутным проявлением эмоций. Это следствие того политического расклада, который вот в Ираке сложился после всех этих лет, прошедших с момента свержения Саддама. Это все очень опасный клубок. Конечно же, разрешить его могло бы совершенно другого плана лидерства в Вашингтоне. Ответственное, глобально ориентированное лидерство, которое мы потеряли вот уже больше 3 лет как. К сожалению, на эмоционального, неуравновешенного человека, некомпетентного человека, которым является Дональд Трамп, рассчитывать в этом вопросе серьезно не приходится. Этот человек, как мы видели, он действует импульсами, предпринимает какие-то рискованные шаги, в общем, не просчитывая их последствия. Только лишь добрая воля иранцев на то, чтобы пока не осуществлять эскалацию ситуации, она вот как-то позволит этот конфликт предотвратить. Но иранцы хитрые. Они сейчас решили не нагнетать обстановку, они подумали, мы возьмем другим путем. Мы уже настолько усилили свое влияние в регионе, что все, теперь Ближний Восток наш. И это вот результат политики Дональда Трампа, политики выхода из иранской ядерной сделки, политики безоговорочной поддержки саудовцев, политики безумной конфронтации с Ираном без использования какой-то дипломатической составляющей. К сожалению, в общем, эта политика Трампа завела Америку на Ближнем Востоке в колоссальный тупик. Вообще это просто тяжело смотреть, как они, в принципе, с позором оттуда уходят из Сирии, сейчас уйдут из Ирака, ничего не могут сделать с Ираном. Колоссальный провал американской политики на Ближнем Востоке за последние несколько десятилетий. И, возможно, все было бы по-другому, но давайте прям открыто отдавать себе отчет в имени и фамилии виновника этой ситуации. Это Дональд Трамп, который пришел и сразу объявил, прямо в первых своих речах, мы должны уйти с Ближнего Востока. Мы потратили там слишком много денег, мы уходим. Конечно, все враги Америки тут же возбудились и сказали, отлично, Трамп хочет уйти, уходите. И вот дают им такого
смачного пинка под зад. Американцы огрызаются, но в общем глобально сделать с этим ничего не могут. Вот такая вот невеселая ситуация, мы будем следить за ее развитием. Ну и пара последних сюжетов. Конечно, нельзя не сказать несколько слов о другом новогоднем событии, которое немножко ушло в тень на фоне конфликта с Ираном. Это заявление северокорейского руководства о том, что Ким Чен Ын фактически хочет свернуть обязательства по каким-то договоренностям, которые у них были с Трампом, и возобновить испытания ядерного оружия. Собственно, Трамп-то хвастался тем, что Северная Корея остановила ядерные испытания, как вот главным достижением, за которое, как говорили ему сторонники, ему надо было дать Нобелевскую премию мира. Но на самом деле все серьезные эксперты по Северной Корее говорили следующее, что Трамп в одночасье просто взял и выбросил в мусорную корзину десятилетия накопленной американской политики в отношении Северной Кореи, которая предполагала какие-то шаги навстречу в обмен на очень конкретные уступки и обязательства со стороны КНДР по прекращению ядерной программы, ракетной программы, по стабилизации обстановки в регионе и шагам по денуклеаризации Корейского полуострова, по отказу от ядерного оружия. То есть американцев, администрации Клинтона, администрации Буша-младшего, администрации Обамы была примерно похожая политика. Мы готовы идти на разморозку, если вы готовы и что-то конкретное за это сделаете. Да? Трамп без каких-то конкретных обязательств со стороны Кима просто взял и подарил ему аж несколько саммитов, обнимашки, всякие вот эти вот красивые фотосессии с двумя авторитарными лидерами Соединенных Штатов и Северной Кореи, без чего бы то ни было конкретного вообще. Но они подписали какой-то меморандум из общих слов, за которым не стояло ни плана, ни механизмов контроля, ничего. Мне мои постоянные читатели не дадут соврать, я прям сразу, как состоялся первый саммит Кима и Трампа, прям сразу написал большой текст в Фейсбуке о том, что ничего из этого не выйдет, потому что механизмов контроля нет, потому что Ким, конечно же, вот сколько волка не корми, он все в лес смотрит, он будет все время смотреть налево и пытаться извлечь из ситуации максимум выгоды, но ядерную программу так или иначе где-то под крылышком сохранить, потому что она несет ему гарантии выживания его режима. В общем, опять, к сожалению, в интеллектуальном плане то упражнение, которое президент Трамп предпринял в отношении КНДР, оно так, мягко говоря, не отличалось продвинутостью, умом и сообразительностью. На это указывали абсолютно все эксперты по Корейскому полуострову. Мы, похоже, дошли до ситуации, когда все это быстро размораживается, КНДР может возобновить ядерные испытания, это приведет к определенному росту напряженности и, возможно, в том числе к угрозе войны. Я напоминаю опять, те, кто так легко рассуждает о бомбардировках, что здесь ситуация даже, возможно, еще хуже, чем с Ираном, потому что политика КНДР была традиционно основана на том, чтобы держать в заложниках Южную Корею. Город Сеул находится буквально в прямой достигаемости артиллерии со стороны Северной Кореи, с ее территории. То есть они прям так и говорили, что если что-то случится, мы просто снесем Сеул с лица земли. И как раз это была одна из причин, почему многие американские администрации, когда даже рассматривали военные сценарии с КНДР, они в итоге от них отказывались, потому что, конечно же, никто не хочет, чтобы Южная Корея была просто уничтожена. А поверьте, это очень реальный сценарий, если что-то случится. И вот такой классный, интересный предвыборный год начинается у Трампа. Резкое обострение с Ираном, где вроде как самая горячая фаза на данный момент миновала, но диспозиция остается для Америки плохой. Иран, безусловно, продолжит заниматься на Ближнем Востоке всей той ерундой, которой он привык заниматься, теперь уже с новыми силами, потому что почувствовал кровь, почувствовал слабость Америки. И, конечно, он уязвлен убийством Касима Сулеймани, главы своей военизированной международной системы спецподразделений. Это все КНДР, Иран, это все задает, откровенно говоря, довольно тревожный фон нам на 2020 год. Мне, конечно, очень интересно, как Трамп будет из этого всего выпутываться, потому что у него два крупнейших таких международных конфликта с потенциально ядерным душком.
потому что Иран тоже близок к получению ядерного оружия и теперь, возможно, побыстрее постарается его получить. Как из этого Трамп будет выпутываться, я не знаю. Но сейчас все-таки мы находимся на финальной дистанции приближения американских президентских выборов в ноябре. Мы уже вам рассказывали об основных потенциальных соперниках Трампа от Демократической партии. Обязательно в ближайшее время к этой теме вернемся, тем более у них в начале февраля начнутся уже первые праймерис по штатам между демократическими кандидатами. В частности, вот первые пройдут в штате Айова. Обязательно обсудим эту тему. В общем, это будет интересный год. И есть два последних сюжета, о которых я хотел в завершении с вами поговорить. Первый сюжет – это попытка венесуэльского диктатора Николаса Мадуро подмять под себя независимый парламент страны, Национальную ассамблею, которая год назад выбрала своим лидером Хуана Гуайдо, которого многие страны сейчас в мире признали легитимным переходным президентом Венесуэлы. Это, по сути, лидер борьбы венесуэльцев за демократию. Что они устроили в первые дни Нового года? Они провели подконтрольное им заседание этой Национальной ассамблеи, куда не пустили физически ни Гуайдо, ни других оппозиционных депутатов, и попытались вот так, по такой классической путинской схеме там объявить, что избрали другого политика, соперника Гуайдо. Противники Мадуро провели новое заседание Национальной ассамблеи уже в другом помещении, подтвердили полномочия Гуайдо. Очень многие задают вопросы, а что это все значит и куда вот эта вся венесуэльская ситуация сдвинется. Там ничего решающего не произошло. Там по-прежнему противостоят два лагеря. Ни один из них не может реально взять верх. Никто, конечно, Гуайдо никуда не отстранил. И Национальная ассамблея продолжает его поддерживать. И международное сообщество, там десятки стран признают Гуайдо переходным президентом. Но, тем не менее, на мой взгляд, эта ситуация вряд ли куда-то сдвинется все-таки без каких-то переговоров между сторонами, выработки консенсуса. Вот такие попытки кавалерийские, как предпринял Мадуро, взять, не пустить никого в парламент и назначить там кого-то своего подконтрольного, ну, это не срабатывает, и, в общем, никто ни в Венесуэле, ни в мире, я думаю, на это не среагирует, поэтому не ведитесь на эти новости, если вам официальная пропаганда будет рассказывать, что Гуайдо теперь уже не глава Национальной ассамблеи, это не так. Хотя вот такие заходы Мадуро примерно дают нам понятие, как он будет дальше действовать. Вместо того, чтобы вернуть себе доверие и поддержку венесуэльцев, ну, будет вот как Путин. Маневрировать, обманывать, пытаться назначить хитрыми обходными путями подконтрольный парламент в обход реальной воли венесуэльцев. Мы все видим в России, как это происходит. Ну и, в общем, надо сказать, что не зачет Мадуро, вот это вот его новогодняя попытка поменять руководство национального парламента, контролируемой оппозиции, была громкая, но в целом неудачная, и, в общем, никто на это не купился. И еще один сюжет, которым я хотел завершить, это Хорватия. Почему вдруг Хорватия? Потому что очень многие из вас, когда в России 1,5 года назад проходил чемпионат мира по футболу, полюбили президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, которая, ну, она была здесь одной из главных звезд этого чемпионата, даже покруче, чем футболисты, и особенно, конечно, запомнился вот этот яркий финал, где она в футболочке хорватской сборной бегала под дождиком, а охрана Путина не давала ей зонтик. Она такая эффектная блондинка, конечно, и стала любимицей многих наших, в том числе спортивных болельщиков, но в начале года она проиграла президентские выборы в Хорватии. Ну, это было понятно, что вот у нее предстоит поход на новый срок, и вот она не смогла их выиграть, причем настолько серьезно, что, например, в Загребе, а это, понятное дело, столица Хорватии, самый развитый и продвинутый город, она проиграла своему сопернику, бывшему премьеру от социал-демократов Зорану Милановичу, 40-60. Ну, в целом разрыв по стране был чуть поменьше, но вот это очень такой был тревожный для нее симптом, что она, по сути, выиграла деревню и баллотировалась вот на этой такой традиционной консервативной риторике, там армия, вера, язык, как мы вот слышали от некоторых деятелей на
восточноевропейском пространстве и как мы слышим очень часто из нашего российского телевидения. Вот мы увидели, что не сработала эта консервативная риторика у Калинды Грабар-Китарович, и это на самом деле лежит в русле процессов, которые мы обсуждали буквально в прошлой передаче. Многие восточноевропейские общества отвергают вот эту вот средневековую ультрашовинистическую риторику, все-таки голосуют за какие-то более прогрессивные силы, предлагающие некий путь вперед, вместо того, чтобы цепляться за прошлое. На мой взгляд, цепляние за прошлое было ошибкой Грабар-Китарович, и в целом это о многом говорит о состоянии государств, которые образовались после распада Югославии. Меня очень многие спрашивают о том, что там на самом деле происходит, и о последствиях югославских войн, и о перспективах вступления их в Евросоюз, те, кто еще не вступил, и о роли России, которая активно пытается играть на Западных Балканах. Вот это была такая веселая подводка к нашей следующей передаче, где мы как раз поговорим о бывшей Югославии, которая в очередной раз на самом деле рискует стать таким проблемным очагом ситуации на европейском континенте. Обсудим это в нашей следующей передаче. Это была программа «Обнимашки с диктаторами». Я ее ведущий Владимир Милов. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал и донатьте нам на продакшн. Бесплатно это все не делается. Обязательно увидимся с вами через неделю. Поговорим о Западных Балканах. Ну и в целом в ближайшие недели у нас здесь будет много интересного. Пока. Обнимашки с диктаторами.